Всем доброго времени суток, за микрофоном Наемник. В этом видео я расскажу о самой хардкорной модификации Mini Days Plus, поэтому усаживайся поудобней и досматривай видео до конца, а также не забывай оценить его и также поделиться этим видео с другими, потому что чем больше нас смотрит, тем больше игра становится популярней. Итак, новая много понравившаяся модификация Mini Days Land of the Dead. Данная модификация относится к категории хардкорных, так как в игре были изменены некоторые ключевые характеристики, связанные с уроном, голодом и прочим, что поднимает интерес прохождения среди ветеранов и хардкорщиков. Поэтому если вы впервые пробуете модификации и решили начать с этой, тогда готовьтесь к многочисленному пожару своей задницы. Так, ладно, о чем это я? Само собой, простым хардкором уже никого не удивишь, и разработчики внесли еще также другие изменения, которые также дополняют игру и сделают ее немного разнообразней. Теперь что же пишут сами разработчики о своем моде? Итак, в модификации добавлено радиационное место духовой бар. Уменьшена скорость регенерации, увеличена скорость траты голода и жажды, Z может выстрелить в вас. Сложность кошмар усиляет зомбированных, а также трату показателей. Способность снайпер увеличивает урон, но уменьшается скорость перезарядки оружия. Изменен дождь, добавлена кровавая луна и туман. В дальнейшем модификация будет улучшаться и исправляться. Удачи ветеранам в сражениях. Хочу сказать, что данное сообщение было указано как нововведенной версии данной модификации. Отталкиваясь от этого, можно сказать, что присутствовали более ранние версии этого мода, где все это тестировалось и прорабатывалось. За что хочу сказать большое спасибо за хорошую работу разработчикам и респект само собой. А теперь давайте по порядку. Модификация была построена на последней версии Mini Days. В ней были изменения как и визуальной составляющей, так и кодовой, что создало не только другой вид, но и другой стиль игры, который предназначен для ветеранов и хардкорщиков игры. Было усложнено все, начиная от регенерации, заканчивая параметрами противника. Скажу сразу, здесь вас могут убить с одного удара, либо же выстрела, что заставит вас немного осторожней играть и избегать лишних контактов с противником. Также был увеличен шанс спавна оружия и прочих военных предметов, но не насильно. Несмотря на это, по своим ощущениям скажу, что урон оружия очень хорошо урезали, и вам придется при использовании огнестрела хорошо прицеливаться, чтобы хоть как-то приберечь лишних пару патронов. Но такое оружие, как различные дробовики, либо же оружие на стрелах, показывает себя отлично против разного зараженного отродья, поэтому при выборе оружия рекомендую учитывать это. В модификации присутствует еще множество разных различных изменений, связанных, например, с NPC, с их спавном, с визуальной составляющей, также изменены характеристики некоторых оружий, также, например, изменены, скажем, вместимость количества патронов в одном слоте, ну и прочее. Если говорить о новом контенте, то само собой модификация он присутствует. Это можно начинать с различных шлемов, экипировки, заканчивая разными патронами, предметами, да и прочим, то, что мы постоянно используем. Честно говоря, когда я проходил данную модификацию, обозревал, я встречал некоторые предметы, которые были мне сложны в понимании. В плане, существуют ли они вообще в оригинале, и если да, то что это такое. И это говорит все о том, что игру в некоторых моментах изменили до неузнаваемости, что, честно говоря, приятно. Тоже интересный момент, хотел бы обратить ваше внимание на характеристики почти всей одежды, потому что она была полностью изменена, особенно система брони, и если вы будете умирать от одного либо же двух ударов зомби при том, что у вас присутствует около 20 либо же 10 брони, то можете не удивляться, потому что в этой игре это достаточно мало. Но если учитывать все эти изменения, то можно сказать, что проект реально годен и в него стоит поиграть, поэтому рекомендую, не пожалеете. Ну а перед окончанием видео хочу сказать большое спасибо за поддержку на стриме. Да, если тебе интересно посмотреть, как я прохожу все новые модификации в прямом эфире, тогда подписывайся на канал, чтобы не пропустить стримы, да и в общем весь интересный контент, который связан со вселенной Mini Days. Ну что ж, а за микрофоном был я, Наемник, до скорого!